Добрый день, подписчики! Сегодня мы с вами не будем наносить декоративную штукатурку, не будем рассматривать какие-то вообще материалы из декоративных покрытий. Мы рассмотрим сегодня с вами грунтовку. Этот вопрос задают очень много покупателей наших, поэтому решили мы это видео записать. Очень простыми словами, своими, возможно, с некоторыми повторениями. Вот насколько я это понимаю сама, я до вас попробую это донести. Чем отличается грунтовка дорогая, например, от грунтовки дешевой? То есть, допустим, грунтовка стоит, она с противогрибковым эффектом, она стоит в районе 200 рублей. И такая же грунтовка есть того же самого производителя, уже более премиального класса, она стоит в 3 раза дороже. У нее тот же самый вес практически, и у нее тоже противогрибковые добавки. Так почему вы должны взять вот именно эту грунтовку, а не эту? В чем их вот принципиальная разница? Своими простыми словами. Вот эта грунтовка и эта грунтовка, белое вещество, оно предназначено для того, чтобы обработать стену перед штукатуркой, перед шпаклевкой, перед декоративными покрытиями или обоями, или покраской, неважно. И та, и другая грунтовка помогает сцеплению материалов между собой. Разные, например, гипсовая смесь и акриловая шпаклевка. Между собой это два разных материала, и грунтовка помогает сцепиться. Вот у этой грунтовки, у дешевой, то есть вообще рассмотрим жидкий состав. Если мы ее, например, открыли и оставили ее открытой, она будет испаряться. То есть у нее есть в составе летучие вещества и нелетучие вещества. Вот нелетучие вещества – это сухой остаток, то, что останется после испарения всей жидкости, скажем так. У дешевых грунтовок порядка 6% вот этот вот сухой остаток, полезное вещество, которое помогает сцеплению материала. Это называется сухой остаток, полезное вещество. Оно может быть акрилом, например, или еще какими-то другими специальными средствами. Мы не будем вдаваться в подробности, мы не производители. Но простыми словами, здесь его мало, вот и все. Здесь полезного вещества мало, а здесь в 2 раза как минимум больше. Например, если здесь его 6% вот этого полезного вещества, а здесь его 12%. Вот и вся принципиальная разница. Теперь посмотрим на стены. Вы нанесли грунтовку, например, у вас гипсовая смесь, вы заштукатурили стену, она у вас высохла, вам нужно ее зашпатлевать. Вы ее грунтуете. Вы загрунтовали поверхность стены, у вас вся влага испарилась, и полезного вещества там осталось вот столько. То есть, образно говоря, вот это так и называется. Она просто обеспылит вашу поверхность, она ее не укрепит, не поможет особо сцеплению, его там мало. То есть оно все испарилось, улетучилось, пропала пыль, и вместе с ним все полезные вещества с этой пылью. А здесь вот этот сухой остаток, он в 2-3 раза выше. То есть все, что было сырое, оно на стене у вас испарилось, и полезное вещество там осталось. То есть оно скрепило поверхность, помогло сцепке, чтобы ничего там не отвалилось, не обрушилось, не обвалилось. Вот и все. Если, например, есть еще там грунтовки, которые пленку создают, это все вот это вот полезное вещество, процентное соотношение. Чем больше его, вот этого сухого остатка, еще раз повторюсь, сухой остаток – это то, что останется после испарения всех летучих веществ, влаги вот этой. Как она испарилась, вот этот сухой остаток, вот он помогает именно. То есть если мы берем дешевые грунтовки, куда мы можем их использовать? У вас стены гипсокартон, вы их загрунтовали, взяли обои и поклеили. В принципе, вам достаточно будет вот этой грунтовки, потому что гипсокартон это не какой-то там пористый материал, это не гипсовая смесь, это достаточно плотное основание, его надо обеспылить, поклеить, причем, когда вы клеите обои, у вас еще обойный клей. То есть вот такие вот простые вещи. Вам достаточно будет этой грунтовки, вот такой грунтовки лакра. Это тоже тот же самый завод производит группа компаний лакра. Грунтовка премиальная, например, Парад, да, называется. Производитель, по сути, один и тот же, просто это премиальная линейка. Если вы наносите декоративную штукатурку, это, такую фактурную, да, вам лучше брать хорошую грунтовку. Если вы стены штукатурите, то есть у вас ремонт в квартире, вы там обрушили всю старую штукатурку, сняли обои, вы стены выравниваете, возьмите вы себе, переплатите вы 400 рублей, возьмите нормально, вам спокойнее так будет. Как бы это не те деньги, которые мы можем сэкономить вот на таких материалах, вот эта сцепка, это очень важно. Если, например,
на тяжелые материалы, на гипсовые смеси, вот на такие слои штукатурки использовать вот эту грунтовку. Да не используйте ее вообще лучше. Какой в ней вообще смысл? Просто водой набрызгать, грубо говоря, то есть она ничем вам не поможет. Вот такую нужно взять. Вот так вот. Если посмотреть, как она выглядит после, например, мы ее загрунтовали, вот как она высохнет, останется ли какой-то след от нее. Вот эту и вот эту сейчас еще попробуем посмотреть. То есть возьмем планшет вот такой вот планшет МДФ. Мы на нее капнем ту и другую и подсушим ее феном строительным. Откроем даже ради вас специально. Так, вот смотрите. Мы возьмем дешевую грунтовку и сюда вот нальем ее. Вот так. Загрунтуем. Видите? Чтобы вы не сомневались, вытрем мастихин. И возьмем дорогую грунтовку и также ее сюда капнем. Теперь мы ее подсушим и посмотрим, оставляет ли она какой-то след, или та, или другая. Но, во-первых, вы сразу видите ее консистенцию. Эта грунтовка гораздо бледнее, чем эта. Так и оставим, чтобы они стояли на своих местах. Сушим. Видно, что здесь у нас остается белый след, а здесь просто прозрачная от сырости. Посмотрите, пожалуйста, вот сразу видно. Вот здесь у нас белый след, а здесь просто прозрачная. Сейчас мы ее досушим и увидим. Так, если мы посмотрим сейчас, что у нас высохло, то здесь я вижу грязное сырое пятно. Ну, то есть вот здесь вот. Она промочила и оставила след, как от воды. Ну, то есть вот мы чай пролили, как будто бы. Вот такое пятно. А здесь я вижу глубоко впитанную ее. Видно там, не видно? Видно на камере? Видно, что пятно более равномерно. Да, то есть оно впиталось, и оно создало такую пленочку определенную. Здесь как от чая, то есть она просто пролилась, и вот она. Пролилась, и вот это пятно. А здесь оно впиталось. Это очень видно хорошо по цвету. И здесь пленочка. Вот видно здесь пленочку? Можно вот как-то его так снять, что здесь вот именно пленочка, здесь даже по краям вот она. А здесь просто пятно. Вот тоже, вот смотрите, вот они, вот эти вот вещества. Вот она. Вот если мы про пленочку говорим, вот. То есть то, что мы сверху можем соскоблить, остальное равномерно впиталось, а здесь просто остался след. Это не говорит о том, что грунтовка плохая. Просто у нее есть определенные цели. Она подходит для гипсокартона, подходит под оклейку обоями на готовую ровную поверхность. Обеспыливает она. Если более сложные работы, тяжелые материалы, оштукатуривание стен или декоративная штукатурка или что-то подобное используйте, лучше не экономьте. Это не те деньги, которые вам сэкономят. То есть это в долговечности 400 рублей, они никакой роли не сыграют. Я надеюсь, что я ответила на многие вопросы. И всем спасибо и пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, не забывайте подписываться на нас. Нам очень приятно, когда мы видим рост наших подписчиков. Это значит, что мы работаем не зря. Если понравилось и было полезно, то ставьте лайк. Всем пока.